Приветствуем вас, дорогие наши подписчики и зрители. Сегодня мы для вас подготовили небольшую подборку, какой смартфон купить в 2019 году. Рейтинг самых покупаемых. В этом обзоре мы собрали лучшие смартфоны года. На наш взгляд, это устройства различных сегментов, а не только смартфоны-флагманы. Обратите внимание, что большинство устройств объединяет одна деталь – широкоформатный дисплей, который занимает большую часть передней панели. Идея относительно свежая, однако уже успела завоевать популярность у покупателей, поэтому сегодня используется даже на бюджетных аппаратах. И главный вопрос – какой смартфон лучше купить в 2019 году? Смотрите наш обзор. Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Этот Xiaomi получил металлический корпус в уже привычном для компании стиле, однако все равно выглядит очень и очень приятно. Особенно нам нравятся светлые тона, например, тот же голубой. Диагональ широкоформатного дисплея 6,25 дюйма, разрешение высокое 2280 на 1080 точек. Платформа довольно мощная, чипсет Qualcomm Snapdragon 636, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Учтите и мощную батарею, емкостью целых 4000 мАч. У этого смартфона обе камеры двойные, то есть и тыльная, и фронтальная. Разрешение первой составляет 12,5 мегапикселя, второй – 22 мегапикселя. Как и большинство смартфонов своего класса, Redmi Note 6 Pro обладает сканером отпечатка пальцев и функцией разблокировки по лицу. Alcatel 3V5099D – бюджетный аппарат от Alcatel, который может удивить своим дизайном. Смотришь на него и кажется, будто перед тобой смартфон как минимум пары классов выше. А нет. В общем, дизайнеры постарались на славу. Alcatel 3V5099D обладает довольно крупным 6-дюймовым широкоформатным дисплеем. На задней крышке мы видим двойную тыльную камеру разрешением 12,2 мегапикселя, которая на удивление неплохо снимает. А под камерой расположен дактилоскопический датчик. Face Unlock тоже поддерживается. В качестве процессора использован MediaTek MT8735. Объем памяти 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ ПЗУ. Емкость аккумулятора 3000 мАч. Asus Zenfone Max Pro M1 – смартфон с отличным функционалом и на удивление умеренной стоимостью. Кажется, специалисты Asus создали самый настоящий хит. Вот что получает покупатель. Весьма симпатичный металлический корпус, отличный 6-дюймовый широкоформатный дисплей, довольно мощную платформу за счет чипа Qualcomm Snapdragon 636 и 3 ГБ оперативной памяти, стереодинамики, поддержку NFC, шустрый сканер считывания отпечатка пальцев плюс Face Unlock, раздельный слот для карты памяти и SIM-карт, мощный аккумулятор на целых 5000 мАч. Очень приличные для своего класса камеры, тыльная, двойная, стоковую версию Android с последующими обновлениями. iPhone XS Max 256 ГБ. Apple некоторое время назад представила сразу несколько смартфонов. Самым интересным среди них нам кажется XS Max. Эта модель схожа с младшей моделью XS, но диагональ дисплея выше – 6,5 дюйма против 5,8 дюймов. Хотя XS и XS Max очень схожи с iPhone 10, здесь используются полностью новые процессоры Apple A12 Bionic, обновленные камеры. Добавлен новый оттенок корпуса – золотистый, а стекло стало еще прочнее. Даже стандарт водозащиты, и тот вырос до IP68 против IP67. Стоит ли говорить, что новый XS Max прекрасно снимает и поражает скоростью работы? К слову, он является одним из самых мощных смартфонов в мире. Сразу после iPhone XS есть поддержка быстрой беспроводной зарядки.
Samsung Galaxy Note 9. Компания Samsung продолжает выпускать смартфоны серии Note, своего рода альтернативные флагманы, которые пользуются огромным успехом у покупателей по всему миру. За счет чего? В первую очередь за счет фирменного стилуса S Pen, который прячется внутри корпуса. Galaxy Note 9 – один из тех немногих смартфонов, который наделен стилусом. Но есть и масса других причин. Запоминайте, один из лучших дисплеев в мире диагональю 6,4 дюйма, платформа на базе чипсета Exynos 9810 и 6 ГБ ОЗУ с большим запасом мощности, поддержка быстрой беспроводной зарядки, одни из лучших камеры на рынке смартфонов, тыльная, двойная с разрешением 12,12 мегапикселя. Дактилоскопический датчик плюс сканер радужки глаза, отличный звук в наушниках, из динамика, емкий АКБ на 4000 мАч и так далее. Huawei P20 Pro. Эта модель от компании Huawei интересна в первую очередь своей тыльной камерой, ведь P20 Pro уже успели назвать одним из лучших камерафонов на рынке. Тыльный модуль состоит из 3 сенсоров, основной, монохромный, и с 3-кратным оптическим зумом. Их разрешение 40, 28 мегапикселя соответственно. Особенность в том, что Huawei P20 Pro позволяет получать отличные снимки не только днем, но и ночью. Диагональ широкоформатного дисплея 6,1 дюйма. Использован чипсет собственной разработки Hatchin. Вы это и сами видите. Honor 10 обладает 5,84 дюймовым широкоформатным дисплеем, а в качестве чипсета использован HiSilicon Kirin 970. Объем памяти в этой версии 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Емкость батареи 3400 мАч. Поддерживается быстрая зарядка. Помимо классного дизайна, можно отметить отличный дисплей, неплохие камеры, многофункциональную клавишу под дисплеем, хороший звук в наушниках. Xiaomi Mi A2. Если вы любите смартфоны от компании Xiaomi, но не хотели покупать устройство только из-за фирменной прошивки MIUI, у вас появилась возможность приобрести себе Xiaomi Mi A2, который базируется на стоковой версии Android, к слову, с последующими обновлениями. Аппаратная платформа мощная. Спасибо процессору Qualcomm Snapdragon 660 и 4 ГБ оперативной памяти. Емкость АКБ 3010 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Здесь вы найдете также металлический корпус, очень неплохие камеры. Тыльная получила разрешение 12 и 20 мегапикселя, шустрый сканер отпечатка пальцев и функцию разблокировки по лицу. Nokia 3.1. Среди новых смартфонов финской компании нам очень понравился недорогой Nokia 3.1. Аппарат получил корпус из стекла и пластика. Качество материалов и сборки отлично. А еще у смартфона хорошая эргономика. Он хорошо лежит в руке. Диагональ экрана 5,2 дюйма. Экран по последней моде широкоформатный. Процессор MediaTek MT 6750. Объем памяти 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ ПЗУ. Емкость аккумуляторной батареи неплохая, 2990 мАч. Разрешение камер 8 и 13 мегапикселя. Здесь нет сканера отпечатка пальцев, зато есть модуль NFC. OnePlus 6T. Компания OnePlus обновила свой флагман и, по сути, единственный смартфон. Нельзя сказать, что изменений много, но некоторые из них очень интересные. В первую очередь стоит сказать о дисплее. Его диагональ увеличилась до 6,41 дюйма, а в верхней его части теперь находится каплевидный островок. Увеличилась и емкость аккумулятора до 3700 мАч. Сканер отпечатка пальцев отныне расположен прямо на дисплее. Ультразвуковой. Сердце не изменилось, все тот же мощный Qualcomm Snapdragon 845, который в этой версии работает вместе с 8 ГБ оперативной памяти. Появился новый алгоритм Nitshade, который обещает улучшить качество получаемых изображений в ночное время.
ZTE Blade A530. Простой и недорогой ZTE Blade A530, который получил модный ныне дизайн с вертикальным модулем тыльной камеры, из-за чего можно подумать, что камера здесь двойная. Нет, она одинарная, а ее разрешение составляет 13 мегапикселя. Разрешение фронтальной камеры – 5 мегапикселя. Диагональ широкоформатного дисплея – 5,45 дюйма. Разрешение – 1440 на 720 точек. Чипсет – четырехъядерный MediaTek MT6739. Объем памяти – 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ ПЗУ. Емкость аккумуляторной батареи – 2600 мАч. Есть индикатор событий. Sony Xperia XZ3. Пока другие флагманы обзаводятся все большим и большим количеством сенсоров в камерах, компания Sony себе не изменяет. Тыльная камера одинарная. Ее разрешение – 19 мегапикселя, однако снимает она очень хорошо. Так что не переживайте, Sony Xperia XZ3 обзавелся шикарным 6-дюймовым дисплеем и очень классным дизайном корпуса. Сам корпус выполнен из стекла и стали. Дактилоскопический датчик расположен на спинке, но значительно ниже модуля камеры, придется привыкать. Есть защита от воды IP68, съемка в слоумо, свежая версия Android 9.0, используемый чип, топовый Qualcomm Snapdragon 845. Объем памяти – 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Емкость батареи – 3330 мАч. Поддерживается быстрая и беспроводная зарядка. LG G7 ZenQ – флагманский LG нового поколения. Как и прежде, смартфон может похвастать защитой от воды, IP68, а также CAPS ABRES 9218 PC. Это музыкальный смартфон, который, по отзывам, круто звучит в наушниках. Отличный дисплей, имеет диагональ 6,1 дюйма. Работает новинка на базе процессора Qualcomm Snapdragon 845. Объем памяти – 4 ГБ оперативной и 64 ГБ внутренней. Тыльная камера – двойная, один модуль широкоугольный. Разрешение – 16 и 16 мегапикселя. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч. Поддерживается быстрая и беспроводная зарядка. Xiaomi Mi Max 3 – это смартфон с одним из самых крупных дисплеев на рынке. Его диагональ достигает 6,9 дюйма, почти как небольшой планшет. А пару дисплею составляет мощный аккумулятор емкостью целых 5500 мАч. Так что со временем автономной работы проблем быть не должно. Mi Max 3 получил металлический корпус, отличную двойную тыльную камеру разрешением 12,5 мегапикселя, хорошую платформу на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 636. 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ, поддержку быстрой зарядки, шустрый дактилоскопический датчик плюс Face Unlock. Жаль, чипа NFC нет. Meizu 16TH – топовый смартфон от компании Meizu с 6-дюймовым широкоформатным дисплеем, обладает несколькими интересными особенностями. Первую можно узреть на изображении. Сканер отпечатка пальцев находится на дисплее. Вторая особенность незаметна. Версия в белом корпусе получила крышку из керамики. Третья особенность будет интересна любителям музыки. Здесь использован ЦАП Qualcomm X-Stitch WCD9341 и усилитель Smart Cirrus Logic CS35L41. Процессор Qualcomm Snapdragon 845. Объем памяти в этой версии – 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Емкость батареи – 3010 мАч. Поддерживается быстрая зарядка. Разрешение тыльной двойной камеры – 12 и 20 мегапикселя. iPhone 7. А вот смартфон, который из года в год становится все более актуальным. Почему? Спросите вы. Все просто. Это самый маленький флагман на рынке и, судя по всему, таковым он и останется. Диагональ экрана – всего 4 дюйма. Именно то, что нравится большому количеству пользователей. Не переживайте насчет того, что iPhone 7 выглядит как iPhone 5s. Кроме корпуса у них нет почти ничего общего. А все потому,
что Си базируется на основе куда более мощной модели 6S. Поэтому Си показывает чудеса производительности и высокую скорость работы системы. От 6S ему досталась и тыльная камера разрешения 12 мегапикселя. Снимает шикарно, поверьте. Разрешение фронтальной камеры 1,2 мегапикселя, и она, увы, снимает совсем не так хорошо. На этом у нас все. Надеемся, вам понравилась наша небольшая подборка самых покупаемых смартфонов 2019 года. И если да, поставьте лайк. И не забудьте подписаться на канал. Впереди еще много интересного. Всем пока.